Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске мы рассмотрим технику выполнения подачи слева, в какой последовательности ее освоить и какие упражнения нам в этом помогут. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы узнаете все составляющие спортивного мастерства. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. Подача слева, а если быть точным, маятник слева, является простым в освоении на начальном этапе, но в то же время в руках профессионалов это одна из ведущих подач, так как ее уникальность заключается в том, что движение идет быстро, из-за чего тяжело разглядеть верхнее боковое или нижнее боковое вращение, которое сделал соперник. В этом помогает нам только наш опыт и наблюдательность. Сейчас мы рассмотрим технику выполнения подачи, а затем разберем, как и в какой последовательности ее освоить. Данная подача имеет правое боковое вращение, в которое вы можете добавить низ или вверх. Для начала разберем маятник слева с правым нижним боковым вращением. Идеальной позицией для подачи является центр стола, так как отсюда мы можем охватить большую часть игрового пространства. Подать глубоко в левый угол соперника, либо коротко или косо вправо, что создает преимущество при использовании этой подачи. Итак, мы располагаемся в центре стола. Корпус и ноги развернуты под углом 45 градусов относительно лицевой линии стола. Ноги согнуты, корпус наклонен вперед. В левой руке мяч. Данную подачу можно выполнять в двух вариантах. Первый, когда рука с мячом находится над предплечьем и замах выполняется из подмышки. И второй вариант классический, когда рука с мячом под предплечьем и делается замах от плеча. Мы рассмотрим классический вариант в этом видео. Рука с мячом находится под предплечьем правой руки, ближе к левому плечу, образуя между плечами и мячом равнобедренный треугольник. Игровая рука согнута примерно под углом 90 градусов, кисть слегка опущена в расслабленном положении. Замах. Слегка приподнимаемся на левую ногу и поворачиваем плечевой пояс для создания импульса и делаем замах за счет сгибания предплечья, отводим плечо влево, кисть на уровне левого плечевого сустава. Удар. В момент, когда мяч начинает опускаться, начинаем переносить вес тела в правую ногу, одновременно разворачивая корпус на мяч. В это время плечо начинает движение резко в бок, как будто делаем удар локтем в бок назад. Слегка разгибается предплечье и кисть вперед, касаясь нижней правой боковой части мяча. Окончание удара. После контакта с мячом плечи доворачиваются и выполняется прыжок для выхода в нейтральную игровую позицию. Теперь смотрим подачу полностью, вначале в замедленном варианте. Занимаем исходное положение, выполняем подброс, замах, удар. Отлично, и теперь обычное исполнение. Отлично! Теперь мы с вами знаем, как выполнить эту подачу. А теперь разберем, как самостоятельно ее освоить. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются новички, сужу по своему немалому опыту работы с любителями, это закрутка мяча. Часто человек делает визуально все идеально, а мяч не крутится, насколько резко бы он ни дергал свое плечо. В этой подаче пусть кисть работает не так активно, как в обратке или маятнике, но все же работает. Поэтому начнем с подводящих упражнений. Упражнение на чувство зацепа. Упражнение 1. Работаем кистью на колесе. Ставим мяч в необходимой для нас плоскости, чтобы мы могли попасть по правой боковой части мяча. Если у вас нет колеса, вы можете поставить футбольный или волейбольный мяч. Стараемся закрутить мяч, еле его касаясь. Когда начало получаться и колесо начало уверенно вращаться, двигаемся дальше. Упражнение 2. Неигровой рукой бросаем мячик сверху, чтобы он скочил от стола. В этот момент стараемся сделать удар по нижней боковой части мяча. Задача в этом упражнении просто научиться попадать по мячу и закручивать его. Не стремитесь попасть на стол или подать, просто нарабатываем чувство зацепа. Упражнение 3. Бросаем мячик и стараемся его слегка закрутить за счет обработки кистью. Задача, чтобы мяч далеко от вас не улетел. Закрутили, сразу поймали и по новой. Это упражнение хорошо помогает набить точку контакта и чувство зацепа. Я его использую для совершенствования всех подач. Упражнение 4.
Теперь берем разноцветный мяч и стараемся резким движением кисти закрутить мяч в пол. Задача максимально прокрутить мяч кистью. Как только вы начали чувствовать зацеп, то можем смело переходить к освоению самой подачи. Кстати, один из следующих роликов будет именно про зацеп, как научиться вращать подачи, топ-спины и любые другие элементы. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не упустить этот момент. Начинаем также в обратном порядке. Первое. Кисть. Упражнение 1. Повторяем работу на колесе. Добиваемся точного попадания по мячу. Следите, чтобы было ускорение на мяче и он закручивался. Упражнение 2. Берем мяч, выполняем низкий подброс и стараемся закрутить мяч ударом по нижней боковой части мяча. Слегка опускаем кисть и отводим ее вверх-лево. Затем резко опускаем. Стремимся, чтобы мячик летел по низкой траектории. Второе. Предплечье и кисть. Упражнение 1. Теперь немного добавляем амплитуды. Также встаем к колесу, немного сгибаем предплечье и отводим кисть для замаха. Сейчас у нас в начале слегка разгибается предплечье и на мяче подключается кисть. Нарабатываем, пока не почувствуем последовательное ускорение. Упражнение 2. То же самое выполняем за столом. Подбрасываем мяч, сгибаем предплечье и кисть. Мяч опускается, разгибаем предплечье и добавляем движение кистью. Стремимся, чтобы контакт с мячом был плавный, еле касаясь и максимально прокручивая. Третье. Корпус, плечо, предплечье, кисть. Теперь добавляем поворот корпуса и плечо. Упражнение 1. Сейчас делаем имитацию. Разворачиваем корпус влево и, сгибая предплечье, одновременно подтягиваем плечо, создавая легкое натяжение в области плечевого пояса. Затем резко разворачиваемся, отводя локоть назад за счет плеча. Пытаемся как будто ударить локтем стоящую за нами грушу. Упражнение 2. Встаем к колесу и делаем то же самое, но в момент разворота на удар и отведения предплечья вправо слегка разгибаем предплечье вперед-вниз, передавая конечный импульс в кисть, разгибая ее в момент касания с мячом. Упражнение 3. Теперь выполняем все как по колесу, только по мячу. Выполняем подброс, делаем замах и резко разворачиваемся. Стараемся сделать все синхронно и добиваемся, чтобы мяч стелился по столу. Если он у вас врезается как штык и подлетает высоко над сеткой, значит вы не провожаете предплечье вперед, а просто резко дергаете руку в сторону. После того, как это все освоили, добавляем ноги. Упражнение 1. Выполняем имитацию, привстаем на левую ногу и выполняем замах. Теперь переносим вес тела в правую, одновременно отводя плечо, разгибая предплечье и кисть. Стараемся почувствовать, как вес тела переносится на правую ногу. По ощущениям, как будто вы косите траву косой. Упражнение 2. То же самое делаем на колесе. Привстали с замахом, опустились с ударом. Повторяем до тех пор, пока не почувствуем каждое звено при ударе. Упражнение 3. После этого всего полноценно выполняем подачу. Вначале нарабатываем в один угол, когда начало получаться, уже начинаем варьировать по направлению и длине. Упражнение 4. Дальше, когда мы освоили саму подачу, начинаем учиться выходить из нее. Подбросили, привстали, замахнулись, начали опускаться, ускорять плечо, предплечье, кисть. В момент доворачиваем корпус и делаем легкий прыжок, подтягивая левую ногу. Все, мы готовы к розыгрышу. Поздравляю вас, дорогие зрители! Теперь вы знаете, как подавать маятник слева с нижним правым боковым вращением. В следующих роликах я буду раскрывать, как менять углы при подачах, чтобы придавать разные вращения, как улучшить их качество, скорость, высоту, длину, плотность и, самое главное, скрытность. И много-много всего интересного и полезного. Выразить благодарность и помочь в развитии канала вы можете по реквизитам, оставленным под видео. На этом наш ролик заканчивается. Обязательно поставьте лайк, колокольчик и поделитесь видео с друзьями. Также пишите свои пожелания и вопросы в комментариях. С вами был Иван Толмачев. До встречи!